Это сильно. Доброе утро. Дети, ехать готовы? Да. Ну, поехали? А, нет, наверное, это лучше оставить и поехать. На этом. Вот стена, вот памятник греческий. Добрый день всем зрителям. Сегодня мы отправимся в ту местность, которая 150 миллионов лет назад была мелководным теплым заливом. А сегодня, конечно же, там уже воды нету морской. Мы сейчас едем во Франконскую Швейцарию. Или Баварскую Швейцарию. Довольно интересное место. Красивое. Сейчас мы немножко по дороге покажем, как это выглядит. Городок называется Форхайм. Это, можно сказать, ворота вот в эту Франконскую Швейцарию. Погода сегодня у нас обещала быть малооблачной, но, как мы видим, облачка собираются. Может быть, даже будет дождик. А может быть, и не будет. С погодой это всегда нестабильно. Обратите внимание, вдаль у нас уже начинаются мелкие, ну это не назовешь горами, это больше скалы все-таки, но все же уже не равнина. Довольно красивые места. Это характерный фахверковый дом. Наверняка он имеет возраст более 100, а может быть даже и 200 лет. Таблички обычно висят, но здесь ее нету. Вообще по всей Баварии таких фахверковых домов много. Многие содержатся в очень приличном состоянии. Вот, кстати, тоже вот с правой стороны типичный двор колхозника Байера. Рога там на этом висят сверху на хозпостройке. Это обычно как склад использовалось. Ну и практически... А, вот он, Willkommen значок. Вот она, Фрänkisch Schweiz, Франконская Швейцария. Уже начинаются вот эти вот виды. Вот примерно так выглядит Франконская Швейцария. Это скальный массив, он переходит от границы с Баварией в Чехию. Если посмотреть на карту Чехии, то вот эти скальные образования, они проходят по границе самой Чехии. Ну, точнее, наверное, наоборот. Границы Чехии проходят по вот этим естественным скальным формированиям. Довольно забавно. Я когда сам посмотрел на карте, ну, интересно. Скалы являются естественной границей. Так как мы сейчас едем в Баварии, это называется Франконская Швейцария. Почему Франконская? Потому что Франкония — это часть, регион Баварии. Это как подрайон или подразделение, можно так сказать. В общем, вся область Баварии делится на 3 региона. Это нижняя, средняя и верхняя Франкония. И Франконская Швейцария начинается вот здесь. Как я уже сказал, она переходит в Чехию.
севернее от Баварии находится Саксония, земля, и там называют Саксонская Швейцария. Кстати, на границе между Германией и Чехией там начинается Чешский лес. В принципе, это и есть продолжение вот этой вот местности Франконии, скальных образований. Остановились по дороге парковки. Нас тут такие цветы встречают. Эта местность называется Брайтон-Бах, широкий ручей. И вот так вот он выглядел в 1900 году. Переезд. А вообще до Поттенштайна, это город, в котором мы сейчас едем, нету железной дороги совсем. Из-за того, что здесь очень сложный рельеф, и развитие железной дороги было начато где-то в 1890 году. На тот момент довели железнодорожный путь до населенного пункта, сейчас не скажу, как называется, он 25 километров до Поттенштайна не доходит. Впоследствии в 1930-х годах стали прокладывать новую ветку, но опять же она не дошла до самого города Поттенштайн. Это довольно большой населенный пункт в этой окрестности. А вон, кстати, справа внизу железная дорога. За деревьями сейчас не будет видно, наверное. Вот сейчас, вот она внизу справа. Вон. Она однопутная. В общем, эту железную дорогу так и не смогли довести до самого Поттенштайна из-за сложностей в рельефе. Но она доходит до населенного пункта, который где-то в 10 километрах. Ну, это уже следы средневековой цивилизации. Смотровая башня, дозорная башня, которая расположена на пути следования торговых путей, сообщений. Оттуда открывается хороший вид. Но сегодня я туда не смогу подняться. Сегодня я хотел бы чуть попозже на другой стороне. Вот тут есть две скалы. На одной из них подняться там довольно интересно. Тоже хороший вид. Кстати, здесь очень много пешеходных маршрутов, тропинок. Вот одна из них, там снизу значок стоит направо. И пошли по скалам, по лесу. Естественно, эти маршруты проложены, там все дорожки, стоят лавочки. Ну, а мы продолжим наше путешествие. Вот представляете,
подумать о том, что мы едем сейчас по дну моря, которому сейчас, конечно, этого моря нету, но вот это дно, которое было здесь 150 миллионов лет назад, это прям, конечно, захватывает. Вон там как домики. Ну, Генхоф. Домики прямо на скале строили. Интересно, как они туда забираются каждый день? Ну, элементарно в магазин, в школу, в садик, на работу. Там слева церковь, тоже, смотри, на скале. Неплохо. А нет, это что-то даже не похоже, что это церковь. Церковь вон там дальше, это, видимо, какой-то дом был, но он тоже своеобразный, с башней. Ну, а мы приближаемся к городу Поттенштайн. Там находится замок. Этому замку более 1000 лет. Там довольно интересная история. Вот это красивый вид. Петухов даже слышно. Сейчас мы проезжали, там разметку обновляют. Регион в основном ориентирован на туристов. Конечно, есть здесь и местное какое-то производство, в основном ремесленное. А туристические здесь маршруты очень распространены. И очень многие люди ими пользуются. Там и веломаршруты, и пешеходные маршруты. Ну, сейчас мы попробуем показать это все дальше. Из-за того, что здесь отсутствует железная дорога в дальнейшем до самого Поттенштайна, все снабжение практически происходит только лишь по автомобильным дорогам, вот таким вот. Так, здесь уже лес спилили, дрова заготавливают. Скалы. А там внизу ручеек течет. Вот скала. Как с такими поворотами 100 км в час ехать? Я даже не знаю, довольно опасно. Хочется посмотреть просто вокруг на всю эту красоту, еще и ехать 100 км в час. Все вместе это не получается. Местами стоят знаки камнепад. Да, происходит естественная эрозия, выветривание всех этих скальных пород, отложения, которые миллионами лет здесь формировались, а теперь ветром их обдувает, и они, естественно, падают и на дорогу. А вот и поехала машина на прицепе байдарки. Да, вот он, смотри, этот регулируется. Дамба, вот. Уровень воды регулирует. А вот там и байдарки расположены. Вообще здесь очень много кемпингов. Можно приезжать с ночевкой и с палатками. Много гостевых домов. Ну, воздух здесь, конечно, чистейший. И если по реке сплавляться, красота. Заехали в следующем населенном пункте на парковку. И здесь есть тоже смотровая площадка. Но сегодня мы на нее подняться, к сожалению, не сможем. Она там закрыта на реконструкцию. Но вид там тоже шикарный. Я смотрел ее перед поездкой. Там можно было подняться. Но сегодня они закрыты.
там слева тоже. Тоже есть пешеходный маршрут. Но у нас там по планам другая немножко программа. Поэтому просто показать красоту. И поедем дальше. Потому что там не менее красивые места есть. Этот дом нежилой почему-то. Окна все открыты, видимо. И ремонта давно не делали. Хотя виды, конечно, здесь шикарные. Ну хорошо, сейчас продолжим дальше. Да, вот так прям на скале церковь построили. А вот слева вот этот знаменитый замок Потенштайн. Он там наверху на скале. Сейчас мы, наверное, к нему попробуем подобраться поближе. Посмотреть на него. Внутрь туда мы тоже не пойдем сегодня, потому как там довольно много времени это занимает. И внутри я бы не сказал, что он там прям такой очень интересный. Ну, как обычный замок. Больше интересна его история. Ботенштайн – каменное гнездо. Название города происходит от Ботенштайн, камня графа Боту, который построил здесь замок для защиты торговых путей. Это один из самых старых замков региона. Основан около 1000 лет назад. В 1228 году здесь гостила Елизавета Венгерская, Тюрингская. Елизавета? Да. Угу. Она известна своими добрыми делами. И в замке до сих пор есть комната, посвященная ее пребыванию. Ничего себе. Интересно. Хорошо. Спасибо за подробную информацию. Пожалуйста. Также очень интересный факт, что судьба этого замка зависела буквально от звука одной трубы. Во время 30-летней войны с 1618 по 1648, кажется, такие даты, был период, один из самых кровопролитных конфликтов в истории Европы. Тогда сражались католики с протестантами, и Франкония, ну вот регион, где мы сейчас находимся, довольно сильно пострадала от и мародеров, и наемников. Творились довольно жуткие вещи. И понимая, что взять этот замок просто, вот, ну, грубо говоря, в лоб не получится, на отвесной скале крайне сложно будет что-то сделать. Шведы хотели захватить его. Они прибегли к хитрости. Они выбрали из своей армии трубача, переодели его просто в форму имперских солдат, это которые были противники шведов, ну и, соответственно, союзники тех, кто оборонял этот замок, и отправили к воротам. И он должен был убедить гарнизон, оборонявшихся, просто открыть мост. Это, скажем так, как троянский конь, да, аналог. Трубач подъехал к воротам, и ну, можно сказать, что он сыграл мастерски свою роль, да, потому что, как его, комендант, да, можно назвать, наверное, тот, кто смотрел за воротами, контролировал. Он поверил ему, просто уже напряженная война была, да, он, возможно, просто потерял бдительность и просто открыл ворота, поверив, что он из союзных войск. И когда уже в последний момент вот этот вот мост, он там опускается, когда он уже практически опустился, кто-то из защитников дозорной какой-то, ну, точки, он увидел, что войско прячется где-то там в стороне, просто чисто случайно заметил и подал сигнал, соответственно,
тревоги. В этот момент трубач, он уже успел войти внутрь, и ворота поднялись. Естественно, он остался там, в плену оказался. И судьба, конечно, его ожидала одна. Это смертная казнь. Потому что он не был дипломатом, а он обманщик. И, соответственно, все, его казнили. Хотя ходят слухи, что его сначала принудили принять католическую веру. Но это не точно. Ну, и в некоторых источниках пишут так. А продолжим мы наше путешествие в таком небольшом, но довольно интересном парке аттракционов, который подходит для всех возрастов детей и также для взрослых, потому что там он есть смотровая площадка на высоте 65 метров. Я хотел бы туда сегодня попасть. Вот так называется это место. Erlebnisfeld Pottenstein. Ну, сейчас мы попробуем покататься. Людей достаточно. Лето, все гуляют. Такие расценки. Мы с дочкой вот на вот этой зеленом аттракционе. Вот тут еще есть красная, самая скоростная. И вон та желтая, чуть помедленнее. И потом, когда заберусь туда наверх, покажу маршруты. В принципе, они все интересные. Ну тут да, тут самая легкая, самая простая, это зеленая. Держи просто. Все. Сейчас мы разгонимся. Все, поехали. Вау, это так круто. Я, кстати, раньше сделал здесь орал, сейчас как-то скучно. Сейчас разгонимся, подожди, держи только тормоза. Скучно. Сейчас здесь разгонимся, подожди. Ну, уже чуть побыстрее, да? Уф, уже сильно. Опа! Поворот. Как тебе такое? Это сильно. Да. Кажется, мы слишком скоры для него. А быстрее заедали, разгонялись? Или это реально мы такие тяжелые? Нет, Ничего себе. Толчок чувствуется. приехали. Зашли покушать. Дочь у нас заказала картошку помес, любимую немецкую еду, С кетчупом и с наггетсами. и с наггетсами. Так, а сынка тут у нас потяжелее взял. Бургер. Я уже покрупнее решил. Но тоже с помесом, да, и колой. Да. Только без кетчупа. Че, как бургер? Бургер классный, но вместо кетчупа вот этот бургерный соус есть. Вкуснее? Да, вкуснее. И вот, наконец-то, мы добрались наверх. Сейчас пойдем на тот пик, если его можно назвать, на площадку. Внизу тут еще есть для детей развлечения, всякие трамплины, также бассейн с той стороны, и дети могут покататься. Кран, кстати, функционирующий, он поднимает, опускает грузы. Ну а мы сейчас пойдем. Ух ты! А здесь-то пол прозрачный. Здесь
Тебя дух не захватывает с прозрачным полом? Если вот так вот вперед смотреть, то там вроде бы кажется обычный пол. Если под себя смотреть, все равно Под ноги, если смотреть, да? все равно. Мгм. О, здесь уже ветки прям. Моя? Не знаю. Но это тоже довольно очень такой эффект погружающий. Ну вот смотри, ты идешь. И да, как И тут вам и прозрачно. по сути. Красиво. Правда, ветер тут, конечно, дует. Ветер, да, это не сильно страшно. Эти трос, смотри, какой металлический. Толстый, крепкий. Ветер дует. Ты чувствуешь, оно немного покачивается? Да. Я думал, сначала мне показалось, оказывается, нет. Качает его. Немножко. Давай-ка глянем сверху вниз на эти. Но там машинки катаются. Все очень красиво. Да, и ветер. Тут у нас 65 метров. Плюс-минус на высоте птичьего полета. Ну да. А где птицы? Их нету. Наверное, потому что их ветер наступает. Точно? Точно. Не вру. Слушай, здесь уже прям вниз смотришь прямо. Уже чуть повыше находимся. Да тут не прям чуть уже, хорошо видно. Смотри, вон вниз. Уху. Там мы были на несколько метров ниже, сейчас уже интересно. Итак, наверное, один из самых интересных моментов это Мы подходим к краю. И вот тут вот открывается вот такой пейзаж. Лес, Скалы. скалы, да. О, а там бассейн. Кстати, этот бассейн довольно старый. Смотри, там еще башня такая. И вода в нем не самая чистая. Ё-моё. Тут еще такой ветер. Что еще больше кажется? Сильнее Ходим, качает, да. да? Ходим. Так, оно еще качается. А, вот смотри, эти там катаются на катамаранах, на лодках. Итак, у нас еще осталось одно место. Это мини-испытание. Это вон тот мостик, сеточка, который довольно на большой высоте. Пройти. Выглядит внушительно, но думаю, будет. Не страшно? Чуть-чуть страшно? Ну там тоже высоко. Мы сейчас направляемся
пещере. Пещера дьявола. Или дьявольская пещера. Называется Тойфельсхёле. И вот добрались мы до чертовой пещеры. Выглядит он, вход таким образом. Парковка, кстати, платная. Ух ты. Чуть-чуть посветлее. Ладно. И попробуем туда пройти. Тут еще протекает ручей. Вода прям прозрачная. Чистая, чистая. Красиво. Пещера довольно старая. Кстати, да, в пещере тоже больше, по-моему, 1000 лет исследователи насчитали, нашли артефакты. А вообще она глубиной 1,5 километра, 1500 метров. Думаю, что там будет интересно. И я даже знаю теорию, почему эта пещера называется Тойфельсхёле. Почему? Можно я поделюсь информацией? Ну да, давай. Потому что здесь жили медведи, и для людей они были опасны, как Тойфель, как черт. Ага. Такие же Ну-ка. опасные. Потому что они нападали и Вау. не принимали гостей. Не принимали гостей? Да. Медведи? Да. Люди же им... Имеется в виду, что те, кто заходили на их территорию, они сразу же выгоняли их. А, чужаков выгоняли, ну да. Да, чужаков. людей там... Вот такая моя О, теория. смотри, здесь еще открыто. Так, Здесь обеденный столик. Значит, вот она. Ничего себе. О, а вон там я вижу. я что-то слышу оттуда. Оттуда, да? Я тоже оттуда слышу. Музыка, дискотека. Ой, медведь. Я там медведя А вижу. вот и медведь. Он выглядит так, будто он опять не радость. А, вот музыка. Есть телевизор. Танцует. Да, А, медведь. нас встречает. Медведь танцует под музыку. Я так думаю, он нас принял. Ой, свет. Вернись. И мы можем проходить дальше. Проходить дальше. Да. Ну что ж. Ой, там дверь какая-то. Интересная дверца. Что за ней? Я думаю, что она все-таки закрыта сегодня. Я думаю, что мы за эту дверь сейчас не пойдем. Ух ты, а здесь что такое? Можем... Подожди-ка, что это такое? Что? Какая-то выемка. О, ничего себе, смотри, там пещера какая-то. Туда вон дальше, смотри, уходит пещера. Там, мне кажется, и жили эти Обалдеть. медведи. Обалдеть. Что это такое? Опа. Это яйцо. Что я нашел? А если аккуратно, а если оно опасное? Аккуратно, Алис. Аккуратно. Что это такое? Похоже, это чье-то яйцо. Да не может быть. Ты что, яйцо нашла? Яйцо. Какое милое. Оно еще... Чье это яйцо может быть? Может быть, это... Яйцо динозавра. Да нет, не может быть это яйцо динозавра.
Обалдеть, ты нашла яйцо динозавра? Да. Причем оно выглядит так, будто оно было Покажи. еще тогда. Покажи. Обалдеть. Вот такие рисунки. Обалдеть. Дашь мне потом посмотреть его? Классно. Оказывается, в такой пещере еще даже не все исследовали. А сейчас покажу прикол. У медведя есть мотороллер. У медведя есть мотороллер? Где? Какой мотороллер? Это трактор. Трактор. У медведя Ой, лучше не надо на него садиться. Это же... Один садится. А вдруг сейчас медведь придет и ругаться будет? Ну, слазь лучше, не надо. Слазь. Да, а то Он же не любит чужаков, Данил так сказал. да, они выгоняли всех. И Обалдеть, как ты так нашла? Не знаю. Мы же нашли такое. Ну-ка, подожди, а что если мы сейчас вот сюда еще посмотрим? Здесь есть что-нибудь? М? оказывается, даже эту пещеру не исследовали хорошо. Ой, подожди. Какая крутая скала. Смотри, там еще сверху. Там еще что-то есть. Мне кажется, достать этого не смогу уже, это далеко. Да, это очень далеко. Это похоже старые Обалдеть. ямы. Вот это мы, если маме сейчас расскажем, она, наверное, очень удивится, да? Да. Да. А, вот, смотри. Вихёленштекен. А, вот, кстати, вот тут написана информация о том, что сталактиты и сталагмиты образовываются из-за того, что вода просачивается сквозь все... Что? Я же говорила, что здесь летучие мыши водятся. Вот. А, вот летучие мыши, И точно. там она старая такая, там висит. Где? Мертвая. Где? Ну там, который ты говорил, что не достанешь. Да, Это летучая мышь? да. Обалдеть, я даже не понял. Мертвая. В общем, все известняки, все минералы растворяются, и ну, вот схематически здесь изображено. И они образуют сталактиты, сталагмиты, и на 1 миллиметр за 13 лет вырастают сталактиты, сталагмиты. И там мы когда были на экскурсии в прошлый раз, была, ну, 1,5 метра самое высокое образование. И оно имеет даже название. Его назвали в честь какого-то там человека, я сейчас уже тоже не помню, давно было. И там до их больших, по-моему, 3 или 4 штуки по периметру всей пещеры. В общем, вымывалось действительно сотнями, десятками тысяч лет все вот эти вот пещерные образования. Ну да, внушительно, конечно, выглядит. И она до сих пор сейчас дальше вымывается. Вот такое вот интересное у нас путешествие получилось. Даже еще и яичко нашли. Динозавры. Динозавра. Яичко нашли. Обалдеть. Круто. Значит, где-то это прошло там 200 миллионов лет. Значит, тут не только медведи жили. Да, похоже, слушай, наверное, и динозавры тоже жили, да, получается? Сначала Динозавры как бы тоже считаются за чертов, потому что За чертов? Почему? Потому что Они просто обыкновенные животные. недобрые хищные. очень динозавры. М, Злые постоянно и выглядят страшно. Понятно. Еще небольшая панорамка, пейзаж. Там сделали из ручья
рыбферму и выращивают форелей. Можно туда приехать и покушать. Сегодня нам не удастся это сделать. Сегодня, оказывается, у них выходной. Но очень вкусно они ее готовят из свежей, собственно выращенной форели. Водичка, соответственно, из вот этого ручья, как он, Пютлах, да, по-моему, называется. Он там протекает. И вот здесь внизу тоже его видно. Вот отсюда. Кстати, форель, возможно, даже и вот здесь вот есть, потому что мы проходили, там до этого тоже такая заводь, и они там плавали, рыбехи. Их тут подкармливают. Да, камера, конечно, не передает. Следующая. Одну следующую кто-то кидайте. Опа. Видела? Опа. Увидела? Тут он. Утонула? Нет, уже невозможно. В общем, их здесь. А возьмите этот, просто камушек. Да. Вон они будут. Ага. Не надуришь. Они уже знают. А вон там рак был. Все, не кидайте больше камни. Я последний. Ой, это прям отлично. Ну и здесь очень оригинальные сувениры. Можно из монетки сделать вот этого медведя скелета из 5-центовой монеты и замок Потенштайн, либо вот эту вот высокую сталагмит. Сталактит это сверху, сталагмит, по-моему, внизу. Такая вот установка. Вот здесь потом выдавливается. А мы сейчас наблюдаем один из выходов из пещеры. Так как сегодня мы уже немножко припоздали к посещению пещеры, мы сможем только лишь с обратной стороны зайти и немножко посозерцать виды, которые открываются. Так, это у нас столб указательный. Тут даже развилка есть. Даже развилка есть. Обратите внимание туда. Франкенвик. Ага, вот и развилка, да. Мы можем Можно пойти наверх в лес или туда, туда направо. тоже в лес. Тут очень много, да, дорожек для путешествий. Вандеринг. И Ходьбы выглядит, пешком. и, Кстати, смотри, как красиво дорожка там выглядит. и выглядит даже достойно. Достойно. Да, красиво, слушай, выглядит. Вот пещера. Оказывается, эта дорожка не ведет. Ничего себе, смотри, сколько муравьев. Ага. Видите, здоровые.
красные. Красные, значит, опасные. Смотри, этот остановился и смотрит. Что такое? А, этот тоже, смотри, они прям увидели опасность и вдвоем остановились. Все, все, все. А, нет, их там больше, все. Перешагивайте, пойдемте. А то еще нападут на нас. Ну да. А вдруг там здесь? Вау. Нет. Уже интересно. Так, идем дальше. А, вот еще. Кляйне. Тойфельслов. А, это маленькое отверстие. Получается, вот капельная система показана. И вон она вон там справа. О, давайте в нее сходим. Давайте. Больше приключений себе найдем. И развлечения. Развлечения. Есть. Кажется, здесь Ну да, это кости. действительно кляйне, действительно маленькая. Ну да. О, зато Что еще, вижу. что еще может быть меньше? Зато я вижу дверь, Я тоже вижу дверь. которая куда-то ведет. Ну, она закрыта. Так, ладно, дверь. А если посмотреть вот сюда вверх налево? Здесь какое? Здесь какая-то пещера. Нет, Она реально уходит, смотри, туда наверх, вглубь. Вон туда налево, смотри, она уходит. Вглубь. может там тоже жили медведи и спускались сюда? Не знаю. Чтобы добыть еды. А как они туда обратно залезали? Ну, Наверное, там вход был через саму основную пещеру. Это же видишь, уже люди поставили дверь. Да-да. А медведям, слушай, а вот такой вот вид у медведей был из окна. Из парадного входа, смотри. Ну да, им тут хорошо жилось. Сразу уходишь, и тут сразу лес и добыча. И там форелевая ферма. Пошел, рыбку сразу покушал. А потом еще чуть-чуть проходишь, и там уже парк развлечения. Да-да-да. И медведи там развлекают. И это просто рай для медведей. Такое чувство. Ну, слушай, опасность камнепада здесь сохраняется. Вон они все лежат. Все дальше продолжают выветривание. И Мне кажется, эрозия продолжается. мне кажется, там камни уже не раз падали. Ну да, они вон до сих пор. Вот еще. Вон уже отверстие. Да. Так, теперь идем. А, вон, смотри, снизу еще вон. Смотри, вон там еще. Там жили какие-то маленькие животные. Или Ну, те же вряд медведи. ли животные. но- Просто маленькие. Похоже, это чьи-то кости здесь. Где? Вот, похоже. Вот это кость? Похоже на то. Ничего себе. Причем тут рядом нету дерева. Да, значит, это реально кость. Думаешь, медведя? Динозавра. Нет. А, динозавра. Мы же нашли яйцо-то динозавра мы нашли. А, ну значит. Хотя, да, оно крепкое довольно для. Для корня? Нет, Дерева? для костей. Оно очень М. подходит. О, смотри, какое место хорошее. Оборудовали лавочки. Смотри, как медведям здесь хорошо. Лавочки есть, посидеть Да-да-да. можно. А, вот карта местности. Они, медведи, могут ориентироваться, куда идти. Вот тут Потенштайн. И они... Вот так хоть. У них там, кстати, даже... А, вот смотри, прям более подробная карта. А вот, кстати, этот скелет медведя, Вот, который... тут теперь какая-то информация есть. Еще пройти чуть-чуть. Вот по вот этой Лебнисфельзен желтой мы катались уже. Медведи, надеюсь, тоже. На красной кто-то катался, кто-то нет. Да. Кроме как медведи. Так. Ну да, слушай, вид у них шикарный был.
Но вот тут вот камушки падают, вон видно лежит. Ну, сейчас в траве плохо, конечно, видно, но вот так вот откалываются камни от скалы и действительно вот так падают и на дорогу, и вниз. Хорошо. Ну и как я хотел вечерком приехать сюда и взобраться на одну из скал, вон там наверху. Сейчас пойду попробую забраться. Тут, кстати, есть парковка. Час бесплатно можно стоять. Здесь информационный щит. Смотровая площадка наверху. Называется Клара.ру. Тут вот вся схема. Так. Наш позицион где? А, вот здесь вот наша позиция. И вот где-то 23 и 8, где-то вот в том районе, туда нужно будет подниматься. Показывает вон туда направо знак, идти по дорожке можно. Но мы пойдем через лес. Ну, весь путь я показывать, наверное, тоже не буду. Что здесь просто подъем. Более-менее интересные места. Попозже включу, покажу. Штраутберг. Так, посмотрим, что здесь у нас. Вот зона, где можно залазить скалолазом, альпинистом. Ну вот они откалываются. Эти скалы, они до сих пор вот имеют такие трещины. Причем по всему периметру, вон туда вверх. Большие есть. Вон там забит крюк. Там еще скалолазы забивали. Вот здесь тоже можно увидеть трещины. И лавочка под скалой. Интересно, конечно. Наверное, где-то вот отсюда упал вот этот булыжник здоровый. Судя по всему, он не один, он там еще один. Ну да, вот они, трещины какие огромные. Вон веревка кто-то оставил. Ну вот он откалывается уже, этот кусок. Вот он откалывается. Да, ну ладно. Мы продолжим наше путешествие наверх. Ступеньками. Можно посидеть, отдохнуть. Угу. А тут прям аж целые перила. Ну хорошо. Ух ты. Вот она, скала, которую было видно снизу с дороги. Так. Ну хорошо. Что-то там как вход в пещеру, что ли. Так. Ступеньки здесь. Ух ты ж, ничего себе. Там прям просто раскол в скале. Причем такое ощущение, что вот эти камни давят на эту скалу. Тут знак: нельзя забираться скалолазом. Запрещено. Видимо, здесь камни не такие крепкие. Ну-ка. Ну, хотя нет, это вообще как будто бетон. Ну ладно.
Ну, этот вид, конечно, обалдеть. И проход довольно узкий. Тут прям надо боком идти. Вау. Захватывающе. Ух ты. Какой там вид открывается. Да. А, там камень лежит. Ой, и здесь сверху тоже. Так, надо отсюда уходить. Надолго не задерживаться. Так, а вот здесь можно забираться. Вот в эту сторону написано. Похоже, они его бетонировали, что ли, потому что здесь вот это вот, как будто бетон вот это вот откалывается. А, вот он этот путь. Вон они маленькие эти кольца, и вон туда аж наверх. Так, ну ладно. И вот тоже выступы. Вот-вот отвалится сейчас. Вот это особенно. Да и тут тоже. Ладно. Двинем дальше. Ух ты. Ничего себе, какой выступ горный. Скальный. Тоже он, булыжник лежит. Но это ладно. Вот это вот штука. Я думаю, было бы потемнее, было бы прям обалдеть. Это прям как лицо. Как будто смотрит сюда какой-то друид или что. Обалдеть. Ладно. А тут прям отвесная часть. Хорошо, ну вперед. Так, вот дорожка сюда выходит. О. Вот это шикарнейший вид, конечно. Русло древней реки. Ну, она и сейчас там есть, река. Ну, ширина, конечно. Вот эта дозорная башня, которую я снимал. То есть сейчас мы где-то примерно на ее уровне. Но нам нужно подняться еще выше. Это не конечная точка. Потому что там две скалы, два такого уступа, которые были видны снизу. А этот не виден даже был. Потому что тут все в траве, и туда ничего не видно. Так, ну ладно. Итак, мы практически у цели. За вот этой скалой там сзади еще одна скала, которая как раз таки является нашей целью. Ну тут маршрут, не сказать, что прям супер сложный, но и одной рукой не пройдешь, наверное. Так. Чуть-чуть. Так. Вот такой примерно маршрут. Так, тут у нас справа обрыв, и слева у нас обрыв. И вот эта узенькая дорожка. Снова слева обрыв, дорожка. И вон туда справа тоже обрыв. То есть вот так вот. Ну что, двинем дальше. Так. Ну тут, в принципе, не так уж сильно сложно.
Вот она, скала, до которой я сегодня собирался идти. И пришел. Ну вот теперь надо по вот этой стене забраться. Так, туда уходит тропинка вниз. И вот здесь вот такой подъем. Так, я, наверное, пока выключу телефон. Нужно 2 руки. Так, все, забрался. О, и вот уже у нас вон та башня дозорная. Дата 17.05.10. Инь-янь. Не знаю, что это значит. Красота. Как будто 4 сопки в ряд стоят. Вот это вот в этой части. Можно еще вон туда же пройти. Дальше. О, прям совсем интересно уже. Да, просто понаблюдать, вживую понаслаждаться. Это самый хороший вариант. Так, что такое? Вот эта скала, через которую сейчас я проходил. Там маршрут. Даже он какой-то есть искусственный, металлический, видимо. Не знаю, знак или что это. Прямо на самой скале. Шикарно.